Мастер-класс по вязанию новогоднего украшения в виде елочки из джута. Начинаем вязание с кольца амигуруми. Вязать будем поворотными рядами, столбиками без накида за заднюю полупетлю. Вяжутся все ряды аналогично, только для придания формы уменьшается количество петель по бокам во втором и третьем ярусе. В начале, в середине и в конце ряда делаем прибавки. В крайние петли провязываем по 2 столбика, в центральную петлю 3. Таким образом выполняем прибавки во всех последующих рядах. Делаем кольцо амигуруми, провязываем первую петлю подъема и далее вяжем 7 столбиков без накида. Стягиваем кольцо за свободный конец нити и придаем вязанию треугольную форму. Делаем одну воздушную петлю подъема и в первую петлю предыдущего ряда нам необходимо сделать еще один столбик, провязав за заднюю полупетлю. Это и будет наша первая прибавка. Далее вяжем еще 2 столбика за заднюю полупетлю. И в четвертую петлю предыдущего ряда провязываем 3 столбика без накида. Благодаря этим прибавкам, которые находятся в центре каждого ряда, и будет формироваться вершина нашей елочки. А чтобы обозначить петлю для прибавок в следующем ряду, используем маркер или скрепку. Далее провязываем еще 2 петли столбиками без накида за заднюю полупетлю. И в конце ряда делаем удвоение. В последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. Делаем петлю подъема на третий ряд и разворачиваем вязание. Петля подъема всегда является первым столбиком ряда, но так как нам нужно сделать удвоение, провязываем в первую петлю еще один столбик. Далее вяжем до отметки маркера. Далее убираем маркер и в центральную петлю делаем прибавки. Провязываем 3 столбика. Снова крепим маркер посерединке, во вторую из 3 петель прибавки. Прошу обратить внимание, начиная с третьего ряда, последнюю группу прибавок мы делаем в воздушную петлю предыдущего ряда. Она выглядит в виде перемычки и вязать не совсем удобно, поэтому крючок вводим немного сбоку.
Наша елочка приобретает уже треугольную форму. Ее симметрия будет достигаться равным количеством петель от центральной прибавки до края каждой стороны. И чтобы не допустить ошибки, необходимо периодически сопоставлять вязание со схемой. Например, в третьем ряду от петли, отмеченной маркером, провязываем в обе стороны по 7 петель. Посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и седьмая в виде перемычки петля подъема. Соответственно, с другой стороны должно быть тоже 7 петель. Все верно, можно приступать к вязанию четвертого ряда. Петля подъема, разворачиваем вязание, еще один столбик в первую петлю ряда и далее вяжем до отметки маркера. Снимаем маркер и провязываем прибавку в виде 3 петель. И прибавка в виде 2 петель в последнюю петлю ряда. Сделали петлю подъема и вяжем 5-й ряд. Расправляйте вязание и старайтесь не пропустить предпоследнюю петлю ряда. Так получается, что из-за прибавок в конце она немного прячется. Шестой ряд. Это последний ряд первого яруса.
Итак, закончили вязание 6-го ряда, и первый ярус елочки готов. На этом этапе советую обязательно пересчитать петли. Их должно быть по 13 от центральной петли с каждой стороны. Все верно, приступаем к вязанию 2-го яруса. Переход будем делать при помощи соединительных петель. Делаем петлю подъема и провязываем 6 соединительных. Над последней соединительной петля подъема и сюда же прибавка в виде одного столбика. Делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. В первую петлю ничего не провязываем, так как прибавку в этом случае делать не будем. Во вторую петлю предыдущего ряда вяжем первую соединительную петлю. Далее вторая, третья, четвертая, пятая. Всего вместе с воздушной петлей мы провязали 6 петель. Далее для перехода делаем еще одну соединительную, над ней воздушную и прибавку в виде столбика. Соединительная петля, воздушная, и сюда же вяжем еще один столбик без накида. Далее до маркера, как и раньше, вяжем столбики без накида за заднюю полупетлю. Снимаем маркер и делаем прибавку в виде 3 петель. После прибавки из 3 петель нам необходимо провязать еще 6 петель и в 7-ю сделать прибавку в виде 2 петель. Как обычно, делаем петлю подъема для перехода на следующий ряд. Разворачиваем вязание и, как обычно, в первую петлю для удвоения провязываем еще один столбик. И снова вяжем прибавку в виде 3 столбиков. И удвоение в конце ряда. Воздушная петля для перехода на 9-й ряд.
Он является последним рядом второго яруса. Немного ускоримся, ряд вяжется аналогично предыдущим. Закончили вязание второго яруса. Переход со второго на третий ярус делаем так же, как и с первого на второй. Петлю подъема мы уже сделали. Разворачиваем вязание и в первую петлю ничего не провязываем, а начинаем вязание соединительными петлями со второй петли. Вяжем подряд 5 соединительных петель. Далее для перехода на третий ярус еще одна соединительная, воздушная, и сюда же столбик без накида. Снимаем маркер и делаем прибавку в виде 3 петель. И снова после 3 петель прибавки нам необходимо провязать еще 6 столбиков, а в седьмой сделать удвоение. Вот наша прибавка из 3 петель. Вяжем после них еще 6 столбиков без накида. В седьмую делаем удвоение. Закончили вязание 10-го ряда. Делаем петлю подъема на 11 ряд, разворачиваем вязание и в первую петлю ряда делаем прибавку. Снимаем маркер и делаем прибавку в виде 3 петель.
И провязываем удвоение в последнюю петлю 11 ряда. Делаем петлю подъема на 12 ряд и разворачиваем вязание. Не забываем сделать прибавки в начале ряда, в середине и в конце привычным способом. Двенадцатый ряд готов. Расправляем вязание и далее приступим к обвязке верхнего края. Производить обвязку будем соединительными столбиками за заднюю полупетлю. Делаем воздушную петлю подъема и во вторую петлю ряда начинаем вязать соединительные столбики. На вершине елочки формируем петельку. Следующий столбик провяжем за переднюю стенку и для фиксации протянем в него петлю. Подтягиваем рабочую нить и следующие соединительные столбики продолжим вязать за заднюю стенку. Закончили обвязку, теперь осталось обрезать нить и спрятать свободные кончики. Проведем влажно-тепловую обработку, придадим окончательную форму, и наше новогоднее украшение в виде елочки готово.